блокчейн-платформа Республики Узбекистан. Данная платформа является частью стратегии развития цифровой экономики Республики Узбекистан. Основными ее отличительными особенностями являются то, что платформа заказана и разработана государственным ведомством и создается для государственного ведомства и в целом для всей Республики Узбекистан. Эта платформа основана на настоящих реальных пилотах внедрения внутри республики с настоящими реальными результатами, которые уже зафиксированы в документах по результатам пилотов. Платформа учитывает положительный и отрицательный опыт всех остальных блокчейнов. Так, например, эта платформа достаточно современна в сравнении с аналогами и является на самом деле улучшенной версией эфириума, но в то же время у нее нет таких недостатков, как свободный курс криптовалюты и непонятные риски и затраты на ее сопровождение и обслуживание. Платформа соответствует стратегии развития экономики Республики Узбекистан и является ее воплощением в части приказа президента о внедрении блокчейн до 2021 года. И в конечном счете платформа соответствует текущему и будет соответствовать будущему законодательству Республики Узбекистан, так как и нормативная база, и пилотные проекты, и сама платформа развиваются одновременно, и результаты тех же самых пилотов, они являются исходными данными для формирования нормативной базы. Если абстрагироваться от технологий и взять основную концепцию платформы, то она является непререкаемым источником достоверных данных. Так и можно свести всю концепцию к тому, что достоверность данных является базовой услугой как для граждан, так и для государства, так и для всех участников самого блокчейна и вообще всей экономической деятельности внутри страны. Также платформа позволяет бороться с такими нежелательными элементами в стране, как коррупция и бюрократия, за счет того, что взаимоотношения между участниками строятся на доверии не друг к другу, личности к личностям и каким-то связям личностным, а основаны на доверии алгоритмам, которые невозможно каким-то образом повернуть и обмануть после того, как они уже внедрены в процессы. Таким образом, государство, общественность, регуляторы, да и все участники, в принципе, получают доступ к данным в реальном времени и могут контролировать деятельность всех участников, если существует такая необходимость. И все это происходит в реальном времени по всему спектру деятельности внутри страны, если системы интегрированы в блокчейн. Сама по себе платформа – это технология, но на ее базе формируется экосистема. Основными отличительными особенностями экосистемы как среды взаимодействия участников является то, что сама экосистема является единым источником достоверных данных, то есть непререкаемых, которые можно доверять уже априори. Экосистема строится из набора типовых решений, которые выросли в ходе итераций на основе реальных пилотных проектов. Также вместе с ростом участников системы и вместе с ростом интеграции внешних систем, внешнегосударственных систем внутрь блокчейна и блокчейна внутрь государственных систем, экосистема превращается в прозрачное межведомственное взаимодействие, как прозрачная шина данных и прозрачная среда этих данных.
И в конечном счете, в результате вот этого роста и синергии получается, что у нас внутри системы образуется достаточно большое множество равноправных участников, которые могут доверять друг другу, основываясь на алгоритмах и выстраивать деятельность без лишних посредников напрямую от создания ценностей до получения ценностей. Основным элементом вообще всей стратегии, и платформы, и экосистемы является то, что никто на самом деле не знает, как должен выглядеть блокчейн-продукт, никто не знает, в какой форме он должен быть реализован, и сейчас на данный момент не существует каких-то стандартов, практик и даже рекомендаций на самом деле на государственном уровне не существует, каким образом можно выстроить вот такую доверенную платформу на государственном уровне и в таких масштабах, какой предлагает данный проект. Поэтому мы считаем, что вся идеология должна быть построена на прототипировании, на создании пилотов, на апробации на этих пилотов на отдельно взятой части целевой аудитории, через итерации многократные получать результаты и получать конечный продукт, который дальше может масштабироваться. Если коротко, вся последовательность работы этой лаборатории пилотов сводится к тому, что определяется проблема, реальная жизненная проблема, которая затрагивает большую часть населения страны. Строится частное задание по тому, как может быть решена эта проблема в блокчейне и в государственных системах. Далее происходит запуск этого пилота, эксплуатация и анализ результатов уже на реальной целевой аудитории, на ее части, но уже на реальной. В ходе этого анализа появляется перечень ресурсов, вообще описание сначала вот этого прообраза типового решения, перечень ресурсов, который уже мы знаем потребовался для создания такого типового решения. И далее определяется перечень сфер, где вот это типовое решение в случае его масштабирования может быть применено еще. Потому что на самом деле везде применять типовое решение не получится, но за счет этой типизации и генерализации получается, что мы можем масштабировать уже с понятными требованиями по ресурсам, по времени, по людям. И таким образом вот это масштабирование, мы понимаем, что у нас есть, мы понимаем, сколько у нас стоит и каких ресурсов потребует одна единица такого типового решения, и понимаем сферы, понимаем количество вот этих внедрений, и в итоге мы знаем, сколько нам понадобится, в каком количестве ресурсов, на сколько единиц вот таких внедрений и внешних информационных систем в блокчейн. На данный момент не существует такого универсального блокчейна, который можно было бы применить в качестве платформы на государственном уровне. Открытые блокчейны, они уже показали свою неэффективность в том плане, что у открытых блокчейнов достаточно низкий запас прочности. Они не выдерживают даже минимальной нагрузки одного какого-то отдельно взятого приложения, созданного каким-то отдельным разработчиком, и никто на самом деле не контролирует эту ситуацию. Поэтому мы, помимо того, что сделали блокчейн контролируемым, мы еще улучшили функционал его в том плане, что добавили запас прочности 100-кратный, а в будущем и 1000-кратный по отношению к аналогам и к прародителю, тому же самому эфириуму. Так, например, на данный момент уже доказанная пропускная способность платформы — это 10 тысяч транзакций. Немногие блокчейны могут сейчас этим похвастаться, и похвастаться они этим могут только на бумаге. На самом деле тестов таких открытых пока еще нет. Плюс от прародителя и от лучших блокчейнов остальных данная платформа получила возможность создания бесконечного количества сайдчейнов. Это
на самом деле дочерние блокчейны одного основного блокчейна без ограничения по их количеству. И таким образом у нас происходит распределение нагрузки, и отдельно взятые ведомства могут создавать свои собственные блокчейны внутри общих правил и внутри одного родительского блокчейна и одной системы изначальной. Еще одна ошибка частая и в государственных блокчейнах, и вообще в частных блокчейнах — это использовать блокчейн как базу данных. Просто особый тип базы данных. На самом деле этот подход не работает, потому что в конечном счете блокчейн превращается в неподъемный монолит данных, с которым очень сложно работать. Сложно оттуда доставать данные и сложно его постоянно дополнять и работать с этими данными. Объем данных растет очень быстро, особенно учитывая скорость того, с которой само количество этих данных растет от года к году. Поэтому мы встроили в платформу гибридное хранение, что представляет из себя хранение действительно критически важных данных, где требуется доверие и где действительно есть проблема недоверенной среды. И мы храним данные в блокчейне. Там, где нужно хранить вспомогательные данные, метаданные, ссылки и данные, которые являются исходными для того, чтобы сформировать отпечаток цифровой, их мы храним в обычной базе данных. Таким образом у нас гибридное хранение организуется. И мы гарантируем и достаточно необходимый объем для государственных систем их данных, и гарантируем скорость и цену обработки этих данных на уровне традиционных способов хранения. Вся разработка системы сводится к 3 основным этапам, из которых первый уже на стадии завершения и опытной эксплуатации. Начинается все с создания самого блокчейна, ядра системы, так называемого. Потом система обрастает серверами управления доступа, администрирования, интеграций, для того, чтобы было проще и удобнее интегрировать традиционные системы, уже существующие системы в блокчейн, без углубления в саму технологию, так как создаются компоненты под все эти сервисы. И впоследствии в ходе внедрения, в ходе создания типовых решений из пилотов получается экосистема готовых решений, уже готовых к развертыванию. И таким образом, чем больше внедрений, чем больше пилотов, чем больше типовых решений, тем более богатая получается экосистема, и она больше ценности создает в целом для каждого участника. Так, например, как если взять факсовую систему, чем больше было факсов у людей в телефонной сети, тем больше было использовано антифаксов. То есть наступает сетевой эффект. Еще один важный вопрос, когда дело касается государственных систем, это безопасность. И на уровне регуляторных требований, и просто на уровне общих требований общественности и государства, целостности самого даже государства и тех данных, которые хранятся в системе. Мы считаем, что на данный момент персональные данные не рекомендуется хранить в блокчейне, и потому что непонятно, как еще будет вестись обработка этих данных. И из блокчейна данные удалить нельзя, даже если они зашифрованы. В любом случае сейчас не стоит хранить эти данные в блокчейне. Плюс ко всему, как мы создаем вот этот уровень безопасности, необходимый для государства. Мы строим блокчейн закрытый. Он не открыт для всех участников мира и всех желающих на самом деле, потому что доступ к этому блокчейну организуют уполномоченные ведомства. Оно может быть не одно, их может быть несколько. Они могут договариваться через смарт-контракты о том, кого впускать, кого не впускать в блокчейн. Возможно, впоследствии количество таких доверенных уполномоченных лиц и организаций, оно увеличится. Туда пойдут не только государственные системы, но и бизнес, и некоммерческие
организации общественные. Но на данный момент он закрытый, то есть лишних людей там не будет. В качестве мер безопасности и хранения данных мы считаем, что уже достаточно тех механизмов, которые реализованы в государственных центрах обработки данных и тех зашифрованных, защищенных каналах передачи данных, которые уже существуют в Республике Узбекистан. Поэтому в плане сертификации и соответствия законодательству на уровне регулирования и требований к средствам защиты система уже соответствует требованиям, потому что она строится внутри государственной сети передачи данных и внутри государственного облака.